Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Максим Гольдарт на связи прямо сейчас. Максим, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые люди. Максим, начать наш разговор я бы хотел с Америки. стратегической, стратегической неопределенности, ну, собственно, в планах. Значит, что сейчас обсуждается? Да, о том, что Украина торопится заморозить линию фронта до того, как Россия объявит мобилизацию, другие под это все прикручивают выборы, о том, что давайте Украина как бы дронами не будет бить пока выборы в России, а Россия, когда в Украине президентские выборы, тут тема Залужного всплыла. В общем, как-то вот этот 40-дневный план, который выглядел от Зеленского мега потужно, эта потужность испаряется. И в силу вступает такой какой-то сухой расчет. Расчет закончить до условно какого-то момента резкого перелома. То ли это зима, как там мы с вами еще говорили ранее, то ли это еще какие-то вещи. Ну, сам Зеленский, конечно, держит марку, отправляется на разрушенный дом и там говорит, что аплодисментов из-за Крымов нам не надо, мы тут вот должны найти деньги, за эти деньги должны найти ракеты. Сегодня, кстати, советник Федорова говорит о том, что ой, а мы в долг берем баллистику. То есть в этой ситуации абсолютно объективно и рационально, да, то есть заканчивать, если у тебя нет чем сбивать баллистику. Если ты видишь, что ад, который сейчас по приграничью, Харьков, Сумы, Запорожье, Чернигов, заправки, склады, Днепр, понятное дело. То есть тут, как ты понимаешь, что идет на самом деле очень серьезный каток вот этих вот ударов. Конечно, не без ударов Украины, вот сегодня атакован был Петербург, но все равно рационально надо заканчивать это все. Но всегда, и я заметил на протяжении всей войны, нам дают какие-то вот эти горизонты, как морковка перед ослом. Да, то кто-то говорит 40 дней, кто-то говорит до осени, кто-то говорит до зимы. Почему вот эта риторика до сих пор жива, и чувствуете ли вы слабое место подобных планов? Удастся ли Украине что-то заморозить? Я хочу сакцентировать внимание на слове, которое вы уже дважды использовали в своем вопросе. Рационально. Рационально было бы, вы говорите. Кому рационально было бы? Украине? Да. Украинскому народу? Да. Даже украинским военным, которые профессионально за эти годы научились хорошо воевать и убивать, и защищаться, тоже да. Всем нам и нормальным украинским политикам, и просто умным головам, и даже не очень умным головам, всем рационально было бы прекратить войну и прийти к миру. Это было бы рационально. Это для нас. Потому что мы с вами денег от войны не получаем. И иного гешефта. Более того, мы с вами и все нормальные люди понимаем, что продолжение войны повлечет за собой намного большее уничтожение людей, территорий, мощностей и так далее, чем есть сегодня. Мы это понимаем. Для нас рационально остановить войну. И, кстати говоря, Александр, для нас рационально было, чтобы война остановилась еще в мае и в июне. Сегодня начало июля. Я в разговоре с вами в феврале или в марте предположил, и вы тогда поддержали отчасти, что все основания и обстоятельства для того, чтобы прекратить войну до конца июня имелись. Все имелись. Разрушение, желания людей. Ведь их сейчас только опубликовали, эти желания людей. 2/3 украинцев хотят скорейшего мира. Они устали от войны, люди устали от войны. Желание людей, состояние экономики, состояние нации, опустошение страны, опустошение нации, выезд людей. Это с точки зрения рацио для Украины. С точки зрения рацио для России то же самое. Большое количество потерь. Проблемы очень серьезные в экономике. Очень серьезное огрызание со стороны вооруженных сил Украины, чего раньше не было. Давление санкций, международная ситуация. В целом внутреннее общественное российское мнение, которое тоже общество, я имею в виду, по-видимому, утомилось от этой длительной войны. Касательно западных стран. Это я сейчас говорю о том, сколько рацио, сколько рациональных моментов было, которые говорили в пользу того, что мир
нужно и можно заключать до конца июня. Касательно западных стран. Европейские проблемы с экономикой, угроза ядерной войны или ядерного удара как минимум по Украине, а как максимум обмен ядерными ударами между членами НАТО. Понимание Соединенных Штатов Америки, а точнее Трампа, который избрался в том числе на лозунге, что я за один день прекращу войну. Понимание его, что для него прекращение войны в Украине – это тоже плюсик на всех выборах и на его... Ну, он же такой позер, он любит рассказывать, позировать, доллары подписывать, на долларах печататься, подписи свои показывать. Для него очень важно говорить о том, что он и в Украине прекратил войну. И вот, еще к этому добавить, крупнейшие коррупционные скандалы с братвой Зеленского и вокруг самого Зеленского, и с членом его семьи. Опубликование запись. И четкий, это прям, если захотите, если есть что сказать, коснемся этого подрыва в Монако. И четкий криминалитет, выплеск вот этого криминалитета с колл-центрами, которые раньше как бы были Робин Гудами. Вот смотрите, как мы россиян обезжириваем. Ну, мошенники, да. А сейчас это все переключилось уже и на Европу, на Америку. Совершенно верно. Это, кстати говоря, говорит не просто о всплеске криминалитета. Это говорит о спайке. Это очень важно. О спайке высшей государственной власти нынешней в Украине с криминальным дном, так сказать. Именно с бандитами, с мошенниками, с убийцами. Это очевидно. Коррупционные скандалы. Если все это взять во внимание, а мы брали это во внимание, мы это все анализировали, то рационально, абсолютно рационально было бы заключить мир еще до конца июня. И все основания для этого были. Самое главное, желание участников. Оно тоже есть. Оно тоже есть. Уверен, что тот, кто в России будет отдавать приказы о применении, не дай то бог, более тяжелых средств вооружения, не с большой радостью это будет делать. Если там, в общем, я это имел в виду. И, кстати говоря, хочу сказать, что до сих пор считаю, что все эти рациональные моменты никуда не улетучились. Они есть. Более того, некоторые из них утяжеляются. И я верю в то, что если мы и допустили погрешность в прогнозе, допустим, я говорил июнь, а реальный мир, возможно, будет заключить позже, чуть-чуть, на 2-3 месяца, то и дай то бог. Лишь бы это все не переросло в более страшную войну для Украины. Так вот, для всех нормальных рационально иметь мир. Для других, кто жрет от войны, кто купается в крови и в деньгах, или в деньгах, обмазанных кровью, для них рационально, чтобы война продолжалась. Иначе он не будет президентом, а кто-то не будет министрами, депутатами. Вот эта вся зеленая шобла не станет депутатами. Они же понимают свой конец. И они его как можно дальше откладывают таким образом. И все остальные, кто кормится с этой войны, кто помогает им воровать деньги, руководители госконцернов, кто помогает выводить эти деньги, конвертаторы, минимизаторы, оптимизаторы, налоговики, которые помогают крутить схемы с налогом на добавленную стоимость и воровать деньги из государственного бюджета. Целая прослойка на этой войне разжирела, стала розовощекой и совершенно не хочет, чтобы война заканчивалась. Так вот, для нее нерационально, чтобы война закончилась. И поэтому каждый раз мы слышим от Зеленского и от его окружения очередные, как вы сказали, суперпотужно, да, или надпотужно, да. Но там от потужного до пердежа оно же получается недолго. И жизнь показывает, что как только кто-то за потужность заговорил, сразу кто-то, он же, вернее, сделает потом воздух гадким вокруг себя. Жизнь показывает, как только о потужности кто-то орет, особенно громко орет, заканчивается это испорченным воздухом вокруг и в Украине. Так вот, насчет этих потужностей. Это все клипы. Это исключительно сказки, исключительно рассказы для того, чтобы дальше оставаться и дальше иметь доступ к деньгам, зарабатывать и пользоваться властью. О каком замораживании по линии фронта здравый человек может вести речь, когда, допустим, уже забрали Константиновку, уже забрали Красный Лиман, идут дальше. Вы сами привели примеры северных областей. Вы сами сказали о том, что там ужас творится.
Если не ошибусь, вчера опубликовали порядка 40 десятков территориальных единиц в Сумской и Харьковской областях, откуда объявлена принудительная эвакуация. Якобы потому, что там не очень безопасно. Да нет, не потому, что там не очень безопасно, а потому, что все понимают, что это территория, которая скоро будет забрана. О каком замораживании по линии идет речь? Не идет такой речи вообще. И Россия на это не пойдет. И это все понимают. Для чего это делается? И для чего все эти клипы с «Не благодарите за Крым». А что такое? Крым вернулся в Украину? Да не вернулся. Он вернется после того, как его обрежут от еды, воды, бензина. Тем более не вернется. Кто бы там что ни рассказывал. Не вернутся. Не будет такого. Во всяком случае, таким способом и в ближайшее время. Это просто на продажу. На продажу, на лапшу для собственного зрителя и на продажу для иностранцев. Для тех, которые продолжат финансировать и которым нужно своим избирателям показать, что, ну, вон, видите, ж бомбят, стреляют, получается. Давайте еще денег, денег, денег. А денег зачем больше давать? Затем, чтобы делить, делить, делить. Ведь все они очень временные. Особенно сейчас. 27-й год в Европе. Это уход очень многих сегодняшних поддерживателей Зеленского. Все торопятся, нужны деньги, нужно успеть поделить, нужно успеть открыть новые заводы, вложить туда деньги и так далее и тому подобное. И ваш пример по поводу вот этого ужаса в Киеве, в Дарницком районе, где фоточки, видео с разрушенного дома. Шарий обратил внимание, он все-таки талантливый человек, обратил внимание на то, что во время съемок Зеленского со скорбным лицом на этом месте вообще не проводились спасательные работы. Их просто остановили. А за несколько минут до этого было написано в украинских новостях во всех о том, что еще 10 человек, возможно, остаются под завалами. И в этот момент кто-то снимает видео, фоточки. В этих кранах по там, крупным планом сделал, сделал фоторяд. В кранах в спасательных машинах, в грузовиках сидят полицейские вместо того, чтобы там сидели спасатели или рабочие, или выполняли немедленную обязательную свою работу. Это тоже клип, это все продажа. Вот это скоро Украину будут обстреливать, я срочно возвращаюсь. Так ты срочно улетел, потому что ее скоро будут обстреливать. И вернулся, когда ее перестали обстреливать. Уж точно не под обстрелами возвращался. Резюме. Все, что заявляется с большой потужностью и обзывается большой потужностью, это ложь. Это продолжение сериала «Слуга народа». Только этот сериал, который нам крутят в последние годы, который крутят Украине, этот сериал вымазан кровью. На каждом сантиметре этой киноленты кровь, 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 кровь. Но это все тоже. Это ложь. Это вот та морковка, о которой вы сказали. Продажа. Трамп назвал Зеленского большим торгашом. Да? Он имел в виду, что у парня есть талант втюхивать всякую пургу. Вот эту пургу сегодня втюхивают людям для того, чтобы они терпели, а военным для того, чтобы они продолжали погибать. Потому что все это приносит власти деньги. Ни о каких стратегических победах, я думаю, речи не идет. И здесь нужно обратить внимание на то, что говорят военные. Это намного важнее и правильнее, чем слушать зеленых политиков. А о чем говорят военные? Ни о чем. Они молчат. Военные, те боевые генералы, командиры, там, они молчат. Не о чем говорить. Они отлично понимают, что происходит на линии фронта. Они отлично понимают, какие перспективы в ближайшем будущем. И чем это все закончится. И это, кстати говоря, именно это дает мне основание считать, что армия станет катализатором перемен в верхушке Украины. Но я сейчас на то хочу обратить ваше внимание, что политические заявы про суперпотужность – это все вранье. Кому-то нравится Залужный, кому-то не нравится Залужный. Кто-то считает его великим, кем там его назвали, железным генералом. Кто-то считает невеликим, неважно. Но он военный, настоящий, кадровый, который знает о войне намного больше, чем
все гражданские. Так вот, это же его слова. Он сказал, какая чушь. Да нет никаких оснований считать, что будет какой-то или есть предпосылки к переломному моменту. В чем они заключаются? В том, что у России проблемы с бензином сейчас внутри. Правда, вот кто в это верит, что проблемы с бензином повлекут за собой капитуляцию России или ее проигрыш на линии фронта, тот очень сильно заблуждается. То, что Россия 5 лет или 5 лет уже скоро ведет, 4,5 ведет эту войну, и сейчас ее средства массовой информации пишут, блин, а у Украины, оказывается, своя баллистика появилась. Да, теперь к этому надо относиться серьезно. Когда такое видишь или читаешь, или слушаешь, конечно, диву даешься стратегам, тактикам и прочим с той стороны. Но это их дела. И диву-то они, вернее, и как они написали, ой, баллистика появилась, надо теперь это иметь в виду и принимать серьезные меры. Так вот, оно все идет к тому, что будут приняты эти серьезные меры. А серьезных мер там немного осталось. И эти серьезные меры, как я уже говорил неоднократно, это серьезнейшая бомбежка. И то, что было недавно в Киеве 2 дня назад, будет повторяться сейчас с усиливающейся частотой. Ну, вы же видите, Вот как к это все этому все идет. преподносится. Путин проигрывает, И Путин поэтому бомбит по Киеву. бомбит дома, то есть там вот это все, то есть Путин проигрывает. Это там четко выдает Зеленский. Сегодня очень интересно смотрится материал Нью-Йорк Таймс. Он вышел по мотивам вчерашнего выступления Путина. Оно такое было ночное, то есть поздно вечером появилось видео. Ну, понятно, там конспирация и так далее. Все-таки он близко к линии фронта в военной форме заслушивал доклады Герасимова, там Шойгу был. Значит, Нью-Йорк Таймс пишет о том, что, значит, угроза прям прозвучала со стороны Путина. Он там упомянул, призвал к анализу участия каждой страны в помощи Украины, для того, чтобы в будущем принимать там адекватные решения, если это потребуется. Вот такая формулировка была. Значит, находясь под давлением ударов Украины по территории страны в пятницу, это я зачитываю фрагмент материала, совершил редкий визит на передовую в военной форме, где подчеркнул успехи на поле боя, пригрозил захватить новые территории Украины за пределами Донбасса. Появление Путина стало свидетельством того, что он удваивает усилия перед лицом усиливающихся украинских обстрелов. По всей видимости, это было сделано для того, чтобы показать российской общественности, что активизация украинских ударов в последние недели получит ответ на поле боя. Ну и там, конечно, анализируются, понятно, там переговоры с Трампом и так далее. Мне вот, с вашего позволения, вот это интересно, этот фрагмент. Послание было ясным. Путин продолжает реализовывать свои военные амбиции, не отступит, даже несмотря на то, что Украина подрывает способность оградить россиян от войны. И пишут, что когда Путин появляется в военной форме близко к линии фронта, это почти всегда происходит в определенный переломный момент, когда Кремль пытается подчеркнуть победу и доказать свою правоту. В прошлом году, например, Путин, это пишет издание, появился в военной форме в командном пункте после того, как Россия вернула себе контроль над частью Курской области. Сейчас правда какой-то такой момент, как вы оцениваете? Я думаю, давайте от малого к большому. От психологии просто, не местечковой, а пунктирной, к чему-то большему. Военная форма всегда воспринимается людьми с уважением. Также это на уровне подсознания. С давних времен. Потому что воины всегда были защитниками обычных людей. И всегда вызывали свои воины благоговение, своя армия благоговение и уважение, а армия врага – страх для чужих людей. Военная форма – это всегда посыл такой вот, который требует ответки под названием подспудное, может быть, не всегда объяснимое, но между тем уважение. В России он верховный главнокомандующий. Поэтому с точки зрения того, что он общается с военными, он надел военную форму, это логично. Военные хотят видеть военных, а не военных, мягко говоря. Или неряженых.
Он верховный главнокомандующий, имеет на это право. И, в общем-то, это правильный ход. С точки зрения посыла своему обществу, российскому обществу, это тоже ход правильный. Он показывает, что он ни в коем случае не отстранен от войны, он весь в ней, и когда нужно, он в военной форме на передовой. Это тоже посыл обществу. Не надо забывать, что у них скоро выборы в парламент. И российские аналитики, многие, говорят о том, что правящая партия, единороссы, могут проиграть или как минимум много не добрать. И люди будут голосовать не за них, а за кого-то других. Проблема ли это для государственной власти в России? Я считаю, что да, потому что на протяжении 20 лет там сложился определенный баланс-дисбаланс, и этот баланс-дисбаланс может резко измениться. Этого никто не хочет. Для того, чтобы этого не произошло, я имею в виду из правящих кругов, для того, чтобы этого не произошло, нужно, чтобы докладывали не как 600 дронов сбили каждую ночь над Россией в 26 год, и не как баллистические ракеты из Украины летят в Россию, а нужно, чтобы докладывали российскому обществу, как успешно продвигается война на территории Украины. Вот это будет воспринято. Поэтому мне кажется, что в первую очередь это все-таки был посыл в адрес российского общества, в адрес своих избирателей, в адрес граждан России. Касательно того, что отсель грозить мы будем шведам, и по пальцам всех шведов перепишем, пересчитаем, ну, я имею в виду, кто там помогает Украине. Ну, кто помогает Украине, известно давно. И страны, которые помогают Украине, Украине, и правительства этих стран пофамильно, они тоже известны. И об этом не нужно, для того, чтобы узнать, не нужно быть спецслужбистом. Это достаточно открытая сегодня информация. Я не думаю, что подобное сказано для того, что мы сейчас за вами придем. Или там, как русские паблики пишут, что вот готовится Нюрнберг-2. Да ну, подождите, это все. Это, кстати, тоже вот эти вот Нюрнберг-2, это оттуда, из серии потужности, только на их языке. Потужность это как мощность, да, на русском? Ну Ну, да. вот это, да, тогда это оттуда. Конечно, такими заявлениями, уверен, российский президент подчеркивает то, что линия не изменилась. Россия готова вести ядерную войну в том случае, если ей придется вести ядерную войну, и готова ее вести не на жизнь, а на смерть с странами блока НАТО, в том случае, если она посчитает, что иного варианта у него нет. Он это подчеркивает, это понятно. То, что они там опубликовали, и не больше. Я это хотел сказать. Это не значит, что Россия собирается воевать сейчас со странами НАТО. Она не может себе этого позволить. Вот это уже совершенно иррационально, причем даже для России. Вот с учетом всех ее особенностей и талантов, это иррационально для нее. Более того, это говорят натовские генералы. Руководитель войск НАТО в Европе говорит, что у них нет данных и разведданных о том, что Россия готовится к нападению на натовский Ну блок. да, в Совете Федерации говорят, мы не хотим нападать, наоборот, мы хотим, чтобы россияне там ездили, чтобы нормально было отношение международное. То есть Лавров говорит, не будем нападать на Европу, не собираемся, не хотим. Ну, в общем, Лавров что-то похожее говорил незадолго до 24 февраля 2022 года об Украине. Я помню его слова. Он то же самое говорил про Украину, что никто ничего не собирается. Поэтому Лавров и Совет Федерации – это понятно. А то, что иностранцы об этом говорят, даже прибалты об этом говорят, что у них нет разведданных о том, что Россия готовится нападать на них, на Польшу. Хотя Телеграф недавно что-то похожее опубликовал, но то такое. К чему веду? Они не поменяют линию движения по Украине. Украина воспринимается Россией, российским главным военно-политическим руководством как орудие в руках их геополитического врага. Россияне это называют коллективным Западом. И сейчас, с учетом уже собственной украинской баллистики, с учетом сотен ежедневных и еженочных дронов, с учетом разрушений, которые претерпевают российские заводы, дороги, мосты, средства коммуникации, с учетом порты, с учетом всего этого, Россия
однозначно, мирно или не мирно будет решать проблему для себя, она уже стала для них экзистенциальной, эта проблема, это выбивание из рук их главного геополитического врага, как они считают, коллективного Запада, выбивание и уничтожение вот этого орудия, в которое, по мнению России, превратилась Украина. Вот так будет продолжаться, вернее, к этой цели они будут идти. Какими путями? На мой взгляд, короткими. На мой взгляд, они не могут себе позволить идти долгим путем, длительным путем. Не могут. Я думаю, что главное руководство России озвучило свои ближайшие планы и в Китае, и в Америке. И думаю, что на этом они тоже определенную, игру ведут. Во всяком случае, в отношении Трампа. Потому что Трампу, который клялся и божился, что он прекратит эту войну за один день, крайне невыгодно, если во время его президентского срока война в Украине превратится в войну с применением ядерного оружия или любого иного оружия с массового поражения. Возможно, через этот момент давления Россия все-таки убедит Трампа сделать все от него зависящее, чтобы во главе Украины стали не бенефициары войны, а люди договороспособные, люди рациональные, люди понимающие, что можно говорить и думать о России все, что угодно. Но одно нужно, если ты украинец, то нужно понимать, что дальнейшее продолжение войны для Украины смерти подобно. И это очевидно. Других вариаций не будет. В данном конкретном случае работает старинное римское выражение «третьего не дано». Не будет третьего. Вот так. Давайте проанализируем вообще, что происходит с Зеленским сейчас. Это прям очень важно. Сегодняшнее, да? Ну, во-первых, удар по Петербургу, по НПЗ, да, ну, по хранилищу нефтепродуктов. Обратили внимание, что какие-то странные публикуются снимки, вроде как видео, вроде как, да, то есть вот смотрите, все горит, все в огне. Тем временем люди из Петербурга, это тоже не маленький город, там много живет народу, показывают чистое небо, а не затянутое над Петербургом. Ну, может, там утро, день, ночь, как-то странно все выглядит. Ну, в общем, опять уличили его в консервах. Но сегодня он в консервах. Ну, такие консервированные видео там с какими-то спецэффектами. Вот таким образом. Понятно. Сегодня же Зеленский объявляет, очень интересно, кстати, в контексте Константиновки, говорит, что он поговорил по телефону с Мерцем. С вашего позволения, да, вот его видят люди, его, так сказать, сообщения, говорил с Мерцем, в общем, Германия друг, лидер, спасибо, защищайте жизни. Короче, ключевое сейчас это ракеты для патриотов, потому что их нет. Защищать людей от российской баллистики, говорили именно о людях, да, и про это, точно про это, значит, по поводу того, что ракетные удары по Украине, Россия на них делает финальную ставку, больше возможностей, чтобы затягивать войну, у России нет. Это надо мысль эту, понимаете, в нее надо вдуматься. Значит, Россия бьет баллистикой по Украине, а у них нет больше возможностей. Говорили и о ситуации на фронте с Мерцем. Это тоже что-то очень интересное. Мерцу, наверное, очень важно, что на фронте. Там недавно, вчера, по-моему, да, сообщили, попадалось мне сообщение из Германии, что вот, вызвали посла из-за обстрелов, мол, вы обстреливаете Украину, и Германия, это типа безопасности Германии вредит. Вот такая вот какая-то формулировка дипломатическая. Так вот, о фронте. Значит, проинформировал, что сейчас есть какие результаты. Значит, перед Днем независимости Америки Путин решил соврать и Трампу, и всем о ситуации на фронте. Он заявляет о том, что якобы захватил Константиновку на Донбассе. Конечно, это неправда. Это все просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость. Так пусть съездит, сфоткается на фоне так дальше интересно. въезда в город. Так Он дальше же любит интересно. это делать. Если Константиновка сейчас под контролем России, то, возможно, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться.
и найти дипломатические пути решения войны. Но он все-таки фронт, в общем, не перейдет. Правда очень сильно отличается от, скажем так, от того, что говорит Путин. Вот тут несколько таких посылов Зеленского, которые нам демонстрируют суть его политики, суть его как человека. Ну и, конечно, никакой надежды на какое-то нормальное будущее, я так понимаю, что нет. С ним нет. С ним нет. Это очевидно. И это подчеркивают. Это было понятно со стороны, когда наблюдаешь за ним и анализируешь его слова и действия с 2019 года. А тем более с начала войны. Это раз. Два. Это подчеркивают люди, которые были в его ближайшем окружении. Я обязательно считаю нужным обратить много раз внимание на то, что говорит о нем пресс-секретарь бывшая. Еще раз, я отбрасываю в вопросах аналитики нравится, не нравится, плохой, хороший. Меня интересует информация. А источник типа пресс-секретаря один из лучших информированных источников в окружении любого человека. Это как врач, где-то как адвокат, где-то как телохранитель, я имею в виду, вот эти люди, они имеют максимальный доступ к персоне в тот момент, когда персона голая, когда она не наряжается ни во что, а когда она показывает себя настоящей. И Юля Мендель очень четко расписывала характер Зеленского, суть его природы и натуры. Она все то, о чем мы говорили с вами, подтвердила. Мы говорили, что он нарцисс. Мы говорили, она это подтверждает. Мы говорили о том, что он абсолютно некомпетентный человек в вопросах государственного управления. Она это подтверждает. Более того, это подтверждает даже Дэвид Кушнер, который в свое время, встречаясь с ним, сказал, с ним же не о чем говорить, он же пустой. Он, в вопросах госуправления он далекий. Это, кстати говоря, объясняет, почему вокруг него всякие пройдохи себя прекрасно чувствуют. Потому что, я так понимаю, им похвалить его. Кто похвалит меня больше всех, получит классную конфету. Так вот, они хвалят и зарабатывают, хвалят и зарабатывают. Я понимаю, что и делятся. И Мендель тоже об этом сказала, что уж что-что, а барыш этот парень не упустит никогда. Все остальное его не интересует. Люди его не интересуют. Он мизантроп, это тоже очевидно. Возможно, были проблемы, глубинные проблемы еще в детстве. Я уверен в этом. И они и в детстве, и дальше в период взросления, и потом, когда он стал паяцем, тем, над кем, как над клоуном издеваются заказчики, я тоже уверен, что он это тоже злопамятно запоминал. У него ко всему почти человеческому виду отношение крайне отрицательное. Это очевидно. Я напомню вам, был момент в Киеве, слава богу, он ничем не закончился. Был момент, когда несколько сотен детей были собраны в одном месте в центре города, в Киеве, это было месяц назад, на детские спортивные соревнования. В день, когда Зеленский заявил о том, что по его данным, по данным разведки, готовится бомбежка Киева. Вы верите в то, что это было, что не отменили эти соревнования случайно? Я не верю, потому что кому-то нужна была очень кровавая мясорубная картинка. Вот это все, что говорит о психопортрете человека. Не говоря уже о том, что он очень болен властью, это видно. Он ею упивается. Она ему нужна не для созидания, а просто для как это? Самоудовлетворение, если можно это применить. Ну, я подыскивал слово. Но между тем, да. Да, она нужна ему для этого, это тоже очевидно. Не надо никогда отбрасывать, что он человек умный, чрезвычайно талантливый, как актер, во всяком случае. И вот весь этот спектакль, который играется в Украине, и который запестрел сейчас кровавыми красками, он длится уже очень давно, что еще раз подчеркивает его талантливую артистическую натуру. Теперь, что касается немцев. Мерц – человек, которому в Германии верят 14% людей. 14. Это в 3 раза меньше, чем Зеленскому в Украине. Он продукт
второго договорника. Я напомню, что он канцлером стал не сразу. Впервые в истории Германии канцлера не выбрали в первое голосование в Бундестаге, а выбирали потом, договариваясь кулуарно, чтобы какую-то кандидатуру протянуть после предыдущего такого же лузерного канцлера. Мерц стал канцлером по договорнику. Он не любим в Германии. На его фоне вырастает другая партия, и вырастает очень сильно, альтернатива для Германии. И, на мой взгляд, она, скорее всего, сменит долгое правление СДПГ-ХСС-ХДС. Она сменит это правление, и правые придут в ближайшее время к власти в Германии. Что для режима Зеленского, я сейчас не хочу его ассоциировать с Украиной, будет точно нехорошо и не полезно. Так вот, Мерц человек, который скоро перестанет быть канцлером, который перестанет на что-то влиять. Да, он был главным менеджером BlackRock во всей Германии. Он, по-видимому, им и остался. Но канцлер государства, то есть руководитель государства и руководитель подразделения BlackRock, инвестиционной компании, это все равно разные вещи. Ему на смену готовят другого, на немецком господин Herr. Не Herr, а Herr. Ха говорится воздушно. Вот другого Хера, другого Хера. Других херов для вас нет. Да, да, в АФД там директор фрау, женщина. Другого Хера – это нынешнего министра обороны Писториуса. Это того самого, который... Этого хера мы знаем. Вот, этот самый Хер Писториус недавно заявил, что в Украине происходит сейчас переломный момент в войне. Переломный. И поэтому надо давать больше оружия, еще больше, то есть огонь поливать еще большим количеством бензина, чтобы пылало еще сильнее. Об этом говорит один из вероятных будущих канцлеров Германии. Но он не раскрывает понятие, что такое переломный момент. В начале этого видео мы с вами вроде бы проанализировали, что на самом-то деле пока переломных моментов именно на фронте не сильно видно, не считая потужных заявлений. И не военных, а потужных заявлений главного производителя потужности. Так вот, Писториус говорит, не расшифровывая, а я бы дал слово в таком случае его коллеге, министру обороны Бельгии, который неделю назад дословно сказал: пока прекрасные украинцы продают свои жизни в войне с Россией, у нас есть тайм-аут в несколько лет, чтобы готовиться. Вот на самом деле отношение их всех, херов, не херов, к Украине, к украинцам, к их будущему, к их жизням. Вот оно. На самом деле вот так это все выглядит, не иначе. И большая-большая глупость считать, что это отношение каким-то образом изменится в лучшую сторону. Нет, не для этого из страны мастырили инструментарий. Не для этого. И когда инструментарий был готов, его применили. И применяют сегодня по максимуму, как они считают, до того момента, покуда возможно. И будут применять. И будут применять. Да, они сейчас запустили вот эти информационные шняги о том, что всех мужиков в Европе соберут и отправят на бойню в Украину. Но видно, трезвых голов все равно хватает. И эти трезвые головы говорят: у вас не получится это сделать. Просто по той причине, что нынешнее европейское законодательство, даже если вы его измените, не позволит вам это сделать с теми, кто в Европе уже с 22 года. Тут же, смотрите, здесь давайте так, получится, не получится. Давайте. Тут немножко другой момент. Все страны обычно, благодарны другим странам за то, что те дают им кров, возможности, как условия пребывания. То есть, да, у нас же как? У нас же безвиз. Безвиз — это 3 месяца побыл, и пора и честь знать. Да? 3 месяца в году. 180 на 180. Ну и хорошо. И и до свидания. А это вроде все равно, и они благодарны за то, что там к их гражданам относятся. А тут наоборот.
Тут наоборот, вы давайте возвращайте назад. Вот эта вся история, она не про Европу и ее законодательство, она про отношение государства к гражданину. Сейчас хочу поговорить... В этом сомнений нет, Александр, извините меня, в этом сомнений нет. Задача Зеленского, Сибих и всех тех, кто рядом с ними, не создать, как они сказали, условия для благоприятного возвращения украинцев в Украину, а создать условия для захопления этих украинцев и насильного притягивания их в Украину и отправления в окопы. Это две большие разницы. Их задача заключается именно в этом. Им нужны жизни. Жизни, которые можно потом прекрасно распродать. Так Да, что так. да. Я хотел бы сейчас поговорим о отношениях государства и украинского народа. Так будет встреча в Константиновке или нет? Слушайте, ну так, судя по заявлениям потужным, они все ближе, ближе и ближе. То есть, сколько раз его уже звали в Москву? 6? Ну, я так прикидываю. 6 вроде, если не 7. Пожалуй, да. Если первое приглашение в Москву было больше года назад. Да. То есть, если Константиновка, это уже по утверждению Российская Федерация, по утверждению Путина и там начальников, да, то получается, что Зеленский готов ехать в Россию договариваться. Так там от Москвы недалеко получается. Ну, это понятно, что я там саркастически немножко об этом говорю. Он же, понятно, говорит, там, Путин лжет, ничего не захвачено. Так там месиво, там, ну, просто все уже об этом знают и говорят, там нет ничего. Где он собрался встречаться и договариваться о мире? Но это все равно нас подводит к тому, что вот хоть тушкой, хоть чучелом надо встречаться Зеленскому. Хоть как-то, хоть надо быстрее заканчивать эту войну. Потому что у этих всех херов, ну вот вы там херов вспоминали про Мерца, а тут же очень интересная такая комбинация. Все говорят, вот там глобалисты слабые, они уходят. Не-не-не. Макрон говорит, я уйду, но Лагард уже вызвали на его место. Ну, то есть... И там тоже идет селекция. И в этом процессе мы видим такое шатание достаточно серьезное разных стран. Вот сейчас саммит в Анкаре, и Италия высказывает особую позицию. Польша, даже вот этот Туск, который как бы за Зеленского говорит, не-не-не, давайте не будем там закладывать деньги Украине в войну, это подрывает, это не то, вот наоборот, надо мир, надо вот дипломатические усилия, вы что, ну потому что все понимают, что саммит НАТО пока что, можно там сколь угодно кричать о том, что все уже, пока что там США главное, да, и США как бы не поймут вот этих решений. Если Г7 еще можно было написать какой-то меморандум без слова о мире, то в НАТО уже так не получится, будет серьезная дискуссия на этот счет. Она уже началась, они не могут согласовать документ общий, потому что ряд стран против официальной открытой поддержки войны в Украине. Выделение денег 70 миллиардов в этом году, 70 в следующем. Так вот, суть вопроса, да, о встрече в Константиновке. Ведь можно же Зеленского воспринимать как, ну, вот этого потужника, как мы в начале, а можно как отчаявшегося человека в отчаянном положении, который он скрывает под маской каких-то непонятных выпадов. Ну, все подходит само собой к логическому финалу. Отсюда вот это нервяки по поводу выборов. Вы там, украинские политики, выборы, это у Путина выборы, у нас нет выборов. Отсюда и вот эти все телодвижения, как бы поэтому мухи больно кусают на погоду, а погода-то меняется. Первое. Многократно говорил о том, что если бы Зеленский был заинтересован в мире и не гибели людей, он бы давно был в Москве. Не сломался бы, не обломался, никто бы его там в плен не взял, не убил бы, не расстрелял. Это понятно. Это и не отравил, и шпиль не показывал, ничего плохого бы ему там не сделали. Москве это невыгодно в данный конкретный момент, в момент приезда Зеленского в Москву. Если бы он хотел мира. Он не хочет мира, это очевидно. Иначе он был там был. Что, Москва менее безопасная, чем Константиновка? Я сомневаюсь в этом. В Константиновке много военных, которые опьянены видом крови, и многие посходили
с ума с обеих сторон, и которые могут пристрелить, несмотря на звание и охрану вокруг. Намного, я думаю, там опаснее. Поэтому, мне кажется, это все равно что-то из разряда бла-бла-бла и уже словесного поноса, который просто льется для того, чтобы тут чем-то заполнять информационное пространство. Еще раз, хотел бы мира, был бы в Москве. Не в Москве, в другом городе. Неважно, был бы и не выделывался бы. Мы тут лично вот с Путиным. Уверен, что Путин не будет с ним встречаться. Это уже на уровне психологии. Я хочу вам напомнить слова бывшего директора канцелярии Зеленского, администрации этой, Богдана. Когда один из украинских журналистов его спрашивал о том, чем все-таки закончилась встреча в Париже с Путиным в 2019 году, Богдан цедил слова, цедил, а потом сказал, ну, в общем-то, по большому счету, мы его там кинули. Журналист уточняет, в смысле, пообещали и не то сделали? А Богдан говорит, ну, скорее много пообещали и вообще ничего не сделали. Журналист уточняет у него, а как вот по-вашему Путин был настроен? Играл или нет? Тот говорит, тот хотел действительно договориться обо всем и закрыть тему конфликта между Россией и Украиной. Он хотел договориться. И от Зеленского он получил в этом все заверения. Более того, я хочу напомнить, что кроме слов Богдана, это все подтверждает бумага под названием нормандское это коммюнике, формула Штайнмайера, где стоит подпись Зеленского, где пошагово было расписано о том, как сделать так, чтобы конфликт между Россией и Украиной бескровно закончился. Зеленский подписал эту бумагу и опять же не сделал ничего. Я к чему это говорю? К тому, что Путин, я сейчас не говорю, что он хороший или что он плохой, я говорю, что он ни в коем случае для него, он считает это для себя унижением. И для себя самого, и для себя в глазах российского народа. Ни в коем случае не будет встречаться с Зеленским. Не будет. Только одно будет обстоятельство, при котором он встретится с Зеленским. Но это грустное будет для Зеленского обстоятельство, если оно будет. Но если ты называешь себя президентом страны, плачешь рядом с развалинами, плачешь рядом с разбитыми городами, снимаешь все это на видео и потом это все постишь, разгоняешь и распродаешь. Если ты весь за народ, и если ты не хочешь, чтобы народу было больно и не лилась кровь, ты едешь договариваться. И с тебя не слетит, что там у него, гетманская, как клобук этот или что у него было у гетманов, не слетит шапка, ничего с тобой не случится. Если ты будешь договариваться, допустим, не с Путиным, а с замом Путина, с 3 замами, с 7, с 17, с правительством, с Центробанком, мне пофигу с кем, с ФСБ, с КГБ, с Генеральным штабом. Неважно с кем. Но если ты хочешь мира, ты едешь и договариваешься. И выбиваешь этот мир. И доказываешь, в том числе им. Я понимаю, они люди очень, мягко говоря, сложные. Но ты делаешь все для того, чтобы твои люди твоей страны не гибли. Скажите, пожалуйста, за эти годы, что было сделано в этом направлении? Ничего. Только все было сделано в обратном направлении. Чтобы горело. Все эти фортети, все эти точки, которые украинские солдаты должны были держать до последнего. Все они где сейчас? Что с ними? Это первый вопрос. И Залужный, помните, тогда сказал, что в этом вина была Зеленского. Он давал эти команды. Военные противились этому, понимали, что это закончится гибелью людей. И все равно проигрышем. Но он настаивал на этом, потому что ему было нужно получить классную картинку, информацию и распродавать ее дальше по западному миру. Так вот, это первый вопрос. Где сейчас эти фортецы? Их нет. Они все под контролем России. Это первое. И второе. А где солдаты, которые обороняли эти фортецы? А их тоже нет. Я понимаю, что... На национальном кладбище, да, вот которое именно. открыл Зеленский, да?
Ну да, вот это все, что он открыл за годы своего правления. Это много-много кладбищ. Это все, что пооткрывали зеленые слуги в нашей стране, к сожалению. Э, История не имеет сослагательных наклонений. И мы можем рвать волосы на голове по поводу нашего выбора в 2019 году. Но видит Бог. Видит Бог. Подавляющее количество людей из тех 73% голосовали не за Зеленского. Они голосовали тогда за чудище как воспринимали на тот момент Порошенко. Казалось всем, что страшнее не бывает, хуже не бывает, корыстнее не бывает, опаснее для страны не бывает. И люди голосовали не за Зеленского, они голосовали в первую очередь против Порошенко. Понимаете, в чем дело? Ну, Но вот уже случилось то, что случилось. и оно будет случаться так и дальше. Это правда, такое может быть. Вы у себя на телеграм-канале опубликовали манифест, да, о сохранении Украины. Там 10 пунктов, я думаю, что все могут перейти, ознакомиться. На канале, YouTube-канале Максима Гольдерба есть озвученная версия на YouTube-канале, то есть вы Да, есть. выступили с этим манифестом. 10 пунктов, они вроде так на первый взгляд незамысловатые кажутся, но возникает очень... если честно, я когда их просмотрел, у меня возник очень важный вопрос. Так а кто даст и на кого будет опираться, собственно, вот эта программа о спасении Украины, да, сохранении Украины? Потому что вы предлагаете отказаться от долгов, проверить, кто их брал, куда деньги пошли, понимаете? Это вообще очень непопулярная тема. Как это деньги? Вы что? Деньги – это святое. Все просто так, кроме денег. Понимаете? Опять-таки, призвать, я так понимаю, как в Советском Союзе, да, вот эти народные сходы, которые будут выдвигать народных, собственно, делегатов, которые там по лесенке, по пирамидке составят какое-то народное представительство. Они же все, смотрите, как наши-то слуги народа, они все такие из народа. Судили вчера этого Тищенко, он сало припер на суд, чесночок. Правда, потом Это его... шутка? Нет, серьезно, потом его, правда, помидорами забросал один из военных. Его там судили по колл-центрам, 10 миллионов залога. Не посадили в СИЗО, но 10 миллионов залога гривен, да, вот ему предоставили. И он такой там нюхал сало, вот это все. Военный в него там кидал этими помидорами, гнался, тут пытался с ним подраться, побежал за ним следом. Тут, смотрите, они же все вот от народа. Это же вот такие они. Чего вы так, гляньте, какие-то такие же, условно, такие, как и мы. А вы предлагаете как-то заново всех. В завершении я хотел бы вот об этом манифесте с вами поговорить. И о том, что это уже, что ли... Невозможно. Не то, что невозможно, беспросветно, то, что мы имеем сейчас. Я в жизни в своей проходил моменты, когда было беспросветно, когда я не знал, что будет завтра. И когда скопом не получалось, не получалось, не получалось. А потом раз и получилось. И я проходил не один такой момент. Я не раз падал, но потом поднимался. Чаще выше, чем находился до этого, и крепче. Я уверен, что вы точно так же проходили свою жизнь или проходите свою жизнь. Не все у вас ровно. И вы точно так же падаете или спотыкаетесь, потом выпрямляетесь, поднимаетесь, оглядываетесь, идете дальше. Так выглядит жизнь, на мой взгляд. Она не должна закончиться из-за того, и движение не должно закончиться из-за того, что беспросветность. Беспросветность рассеивается. Любой мрак когда-то рассеивается. Во всяком случае, так показывает моя личная история и история человечества в целом. Это касательно теории. Поэтому я верю в то, что все возможно. Ваше замечание глубинно по поводу того, а кто же это все будет делать и кто это даст делать, и кто выберет умных, а не очередных клоунов переодетых. Верно. Ваше замечание очень верно. Особенно сегодня, когда Украина истощена физически, интеллектуально, истощена с точки зрения
Даже количественного состава нации, да, людей нет. Я полагаю, что это больше уже будут вопросы механизмов и тактики, чем стратегии в целом. Механизмов и тактики, которые позволят легитимизировать новую власть и дать этой власти возможность приводить страну в порядок и наводить в ней порядок. Я понимаю, что в ближайшее время на пути может быть очень много конкурентов, мягко говоря. И в первую очередь эти конкуренты – это военные. Военные и те, кто вокруг них уже сегодня плотным кольцом облепились. Вы посмотрите, вокруг Залужного хоровод танцует Порошенко, все рядом с Порошенко, Кличко туда же полез. Эти деятели чуют, где можно урвать и кому можно присосаться и с кем можно зарабатывать дальше. Несомненно, такие риски есть. Но знаете, как говорят, съесть-то он съесть, да кто ему даст. Жизнь такова, что могут произойти определенные события, которые планы тех же Порошенко, Тимошенко, Кличко, Зеленского сломают, нивелируют, обнулят. И будут окна возможностей. Я опубликовал свое видение немедленных шагов для того, чтобы поймать в хорошем смысле падающую Украину, чтобы она до конца уже не разлетелась, удержать ее, поставить и начать эти 10 шагов всего лишь начать восстанавливать. Я опубликовал это, Александр, с другой больше целью. Я хочу, чтобы люди имели хоть какой-то выбор в головах, чтобы колода карт, которую им выкладывают на стол, не была ограничена только фамилиями, которые я сейчас перечислил, и несколькими фамилиями генералов. Нет. У них должен быть выбор. Они должны смотреть и в другую сторону. Они должны знать, что есть другая сторона. Что не только старье политическое украинское, которое продало и продавало и прожирало эту Украину. И не только милитари могут помочь нашей стране сохраниться и развиваться. В этом была основная цель. И она и есть в этом эта основная цель. Я показал свою точку зрения на то, что делать необходимо немедленно для того, чтобы страна выжила. Если моими пунктами, как вы говорите, 10 и вроде бы простенько написанными, я специально, кстати, их простенько писал, чтобы было нормально читать. Кто-то говорил, ложь хитроумна, а правда проста. Так вот, если моими пунктиками этими, пунктами моего манифеста воспользуются другие люди, и если их будут приводить в действие, я буду этому рад. Если потребуется у этих людей, которые получат власть в Украине, моя помощь консультативная, либо помощь практическая, а враги и друзья говорят, что я умею налаживать системы управления. Любые. Я имею в виду государственного управления. Так вот, я буду рад делать что-то или то, что считаю правильным, то, что не противоречит мне, моему духу, моим мыслям, моему видению, для того, чтобы страна осталась, очнулась, начала выздоравливать, начала восстанавливаться, начала развиваться и стала потом впоследствии полноценной страной. Я считаю, это хорошее дело будет, если это получится. И верю в то, что должно получиться. Но не должно быть все время, как вы говорите, мрак и темно. Как говорят, самый темный час перед рассветом. Ну, должно же быть, как там, и на нашем авеню барбекю. Я верю в это. А касательно пунктов, это не пункты на всю жизнь Украины. Нет, ни в коем случае. Это только первые шаги, немедленные, которые нужно сделать для того, чтобы начать расчищать страну, начать ее лечить, начать ее восстанавливать, начать. Вот для чего это. Касательно вашего замечания по поводу это а-ля Советский Союз. Ну, во-первых, Советский Союз не самое плохое, что было в истории человечества, а может быть даже и поболее многих, и получше многих.
И уж точно учиться многому в Советском Союзе тоже нужно. Разгромленная нахрен страна восстановилась, приумножилась. И долгое время, пока ее не продали в свои же верхи, долгое время хороводила и рассказывала всем, как жить надо. Я понимаю, со всеми огрехами. Тоже понимаю. Вот сейчас вот Понимаю. Трамп пугает коммунистами всех на 250 это очень легко объясняется. Это уже было в Америке после 40-х годов. Там тоже всех пугали коммунистами. И коммунистов в камеры бросали. Нужен был враг, нужен был клип. Американцы клипы любят смотреть не хуже украинцев или русских, а абсолютно не хуже. Фильм вот этот, я все время забываю его верное название, но что-то типа «Три билборда», название города из штата Миссури. Это офигенный фильм, это гениальный фильм. Это фильм о том, как выглядит среднестатистический американец. Это кайфовый фильм. Это такая грустная комедия, но он на самом деле кайфовый. Он так сыгран. И там нарисован среднестатистический американец. Ему клипы нужны. Вот Трамп сейчас и играет в эти клипы. Коммунисты виноваты. Ух ты! Серьезно? Это коммунисты, наверное, Иран сейчас разбомбили. Коммунисты вызвали топливный кризис по миру. Из-за коммунистов, скорее всего, доллар рванул вверх. Я могу перечислять его в этом смысле успехи, но их точно так же уже перечисляют его соотечественники. И знаете, тут есть тоже такой момент. Венесуэла было же страшное землетрясение. Ну, ужасное. Да. А один квартал как-то выстоял. А это, оказалось, белорусы его строили. А почему он выстоял? А потому что там по нормам ГОСТы сохранились вот эти. Те еще. Если у тебя сейсмоопасная, там бетона 2 идет слоя, там по-другому, короче. И так все как так развели руками и так задумались, подождите, так капитализм или социализм? Да. Я и не знал об этом, кстати, я об этом примере не знал. Но когда я был в Беларуси, я был поражен тому, какая красивая и модная эта страна. Страна, которая ездит на своих электробусах. Страна, которая продает свои электробусы, троллейбусы, причем классные, современные, за рубеж. Страна, которая продает продукты тяжелого машиностроения во всем мире. Страна, которая не дала олигархам захапать себя и распродать. Страна, в которой количество людей не уменьшается. Страна, которая умеет петлять. Надо отдать должное батьке Лукашенко. Он умеет петлять. И рыбку съесть, и в лодку не сесть. Все умеет сделать. И с Россией в великолепных отношениях. И в войне не участвует. И с Трампом. Вот, кстати, вчера Трамп поздравил Белоруссию и президента Лукашенко с Днем независимости. У белорусов этот день был вчера, отмечался. И он обратился к нему: уважаемый господин президент Лукашенко. Вот мне интересно, а Укрсми теперь и Укрверхушка, с учетом того, что шериф так обращается к Лукашенко, перестанут называть Лукашенко самопровозглашенным диктатором? Да. Или наверное, героем станет страшно, и начнут называть его так, как и есть на самом деле. Да, человека, уже похоже, не станет. Уже все перебоялись, но еще раз хочу всех отослать на телеграм-канал Максима по поводу этих 10 пунктов. Прочитайте, напишите, у него под видео напишите, с чем согласны, с чем не согласны. Вот эта вся, скажем, чудность бытия все равно дает надежду. Без надежды ведь нельзя. Поэтому... Я вам больше скажу, Александр. То, что вы делаете эти годы, то, что я делаю, то, что делают другие нормальные люди, это тоже немаловажно. Это тоже немаловажно. И это тоже помогает рассеивать мрак. Не только информационно, но и усиливать у людей надежду. Оставлять ее, развивать мысли. Это не только то, что мы даем другую информацию людям, ту, которую не дают пропагандистские средства массовой информации Зеленского. Кстати говоря, Мендель же в свое время сказала, что Зеленский, как только стал президентом, сказал дословно: «Мне не нужна журналистика, меня интересует пропаганда Геббельса, сделайте мне такую». Вот ему ее, кстати, и сделали. Так вот, наша с вами работа заключается не только в том, чтобы информировать. Наша с вами работа заключается в том, чтобы колоду эту крапленую, поганую, которую все время пытаются выкладывать на стол перед украинцами, менять. Или как минимум добавлять в нее другие карты, не крапленные, нормальные карты, которые, я уверен, станут козырными картинками скоро. Максим Гольдар, да, был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Вам спасибо. Всего доброго.
Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.